Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Нам сегодня необходимо выехать в Испанию. Я поставил точку город Бадахос. Это 260 километров отсюда. Учитывая, что сейчас уже глубоко после обеда, ехать надо довольно интенсивно. Как, в принципе, мы весь день сегодня едем. День дорог. День больших дорог. А туристы, как мураши, расползаются по всем склонам, идут всюду фоткаться. Ой, вы уж простите меня, если я чересчур критичен в своем восприятии популярных туристических мест. Может быть, это и круто. Это сугубо мое личное мнение. Посмотрите, пожалуйста, направо, там пропасть и океан до самой Америки. Мы пристроились за каким-то автобусом, обгонять его не хотим, идет достаточно уверенно. За нами Харлей, электричка. Какой красивый вид. Кажется, у нас опять не включился вентилятор. Температура растет, а потока горячего воздуха по ногам я не чувствую. Надо где-то остановиться, пошевелить провод. Что ж с ним такое? Наверное, надо будет разъем поменять полностью на новый. С собой, правда, их у меня нет. Но доедем уже и так. Вот, нашел подходящую парковочку. Становимся в теньке, на ветерке. Включаем передачу, чтобы не укатиться. Помпа качает, а вентилятор не маслает. О, чуть-чуть, буквально вот чуть-чуть пошевелил. Где-то отходит контакт. И сразу вентилятор заработал. Но постоим уже, подождем, когда уйдет температура. До красной зоны не дошли, и ладно. Все-таки очень мне по душе эта система с принудительной циркуляцией за счет электрической помпы и охлаждением за счет вентилятора. Постояли мы буквально минут 7, максимум 10. Температура упала, все остыло. Можем ехать. Вливаемся в поток. Здесь такие гонщики носятся. И я думаю, что даже когда найду механическую помпу, если я еще буду возвращаться к механической помпе, то надо будет и электрическую оставить тоже. Они не мешают взаимно циркулировать жидкости. То есть не работающая электрическая помпа не мешает механической качать через нее антифриз. А не работающая механическая не мешает электрической. То есть они будут друг друга дополнять. Можно будет остановиться и на заглушенном двигателе его студить, либо ехать и охлаждаться за счет помпы механической. Ну, как обычно, в штатном режиме. А вот термостат обязательно надо будет вернуть. Тут, конечно, в жарких странах это не так актуально.
редко, когда у меня температура держится низкой. Но когда по Германии ехали в плюс 8 и дождь, да, двигатель, возможно, был недогрет. И возвращаемся на автостраду, откуда и приехали. И снова дай всю дорогу. Ола. Gracias. Кажется, где-то что-то горит. Такой едкий желтый дым над городом. Может, это, конечно, завод, производство какое-то, но слишком уж чернушно. А вот и сам город Лиссабон. Большой. Не знаю, как тут с населением, но думаю, 1,5–2 миллиона будет. Вечерние лиссабонские пробки. На самом деле какой-то затор. Довольно протяженный участок на Google картах светится красным. Не так, чтобы полностью стоим, но едем медленно. Есть искушение уйти на обочину. Тоннели, развязки, мосты какие-то. Только что над нами самолет пошел на посадку. Где-то слева аэропорт. Еще и вечерняя такая движуха. Все, видимо, с работы едут. Будний день. Кажется, навигатор ведет нас на мост. Одну из достопримечательностей Лиссабона. Тут уже какой-то Санчо гриль получается. От асфальта жарит, от двигателя жарит, вентилятор маслает. И мы вроде и не стоим, но вроде и не едем. Постоянно сцеплением, постоянно первое. Дай-ка водички. Вы ничего не видели. Гляньте, гляньте, ребят, какое общежитие аистов. На каждом столбе по несколько гнезд. Еще столбы с гнездами аистов. И до меня тут только что дошло, что наши аисты
сюда прилетают зимовать. Летом они улетают к нам. Там больше лягушек, больше всякой живности, еды. Тут жара. А зимой сюда. Хорошо живут аисты. Проезжаем плантации, если я правильно понимаю, пробковых деревьев. У них кора срезана от низа и метра на 2 в высоту, может на 2,5. У меня загорелась лампа топлива. Довольно давно уже загорелась. Вот еду и боюсь как бы дотянуть до заправки. Ну как боюсь. Бензин в канистре есть. Если что, не пропадем. Но заправки давно уже не было. О, обнадеживающий знак. 2 километра до заправки. Вот те самые деревья, о которых я говорил. Видите, они подписаны, и с них снята кора. Потом на этом месте нарастает новое, ее разрезают и тоже снимают. И это то самое пробковое дерево. Наверное. Кажется, дотянули. Съезд на заправку. — 160 километров до точки, намеченной на сегодня. Какая интересная инсталляция из колец. Полный бак 22 евро. Ну и цены. Ну и Португалия. Сюда заедешь, выедешь без штанов. Думаю, этого топлива нам должно хватить до испанской границы. А там уже бензин будет дешевле. Тут осталось-то 160 километров. Дело к вечеру, жара понемногу спадает. И вот что удобно, мы когда ехали на запад, каждый вечер солнце светило в глаза, а сейчас в спину. В северной части Португалии, где мы в нее въезжали, больше высоких гор, и дорога там интереснее, извилистая, с затяжными подъемами, спусками. Здесь же, в центральной части, от Лиссабона до испанской границы, все так размеренно, спокойно. Но как раз это нам сегодня и надо. Уже много километров позади, хочется просто расслабленно ехать, наслаждаясь видами, природой, красотой такого теплого летнего вечера. Вот уже, кажется, и закат. Последние лучи уходящего солнца. До границы 83 километра. Место для ночевки, кажется, будем искать уже в темноте.
Ну и, конечно же, на прощание Португалия попросит вас оставить немного денег за проезд по платным автострадам. Где там наш талончик? Мы по этой дороге отмахали прилично. Думаю, сумма выйдет сейчас значительная. На талоне есть магнитная полоса. Туда записываются все данные, где ты въехал, сколько времени было. Ола. Восемнадцать 10. Goodbye. Деньги на португальских дорогах тают, как вода. Ничего себе! Какой-то огромный город светится впереди. Все в огнях. Интересно, это город еще португальский или уже Испания? Сейчас хотим заехать на заправку и маршрут поменять, чтобы он вел нас не в сам город, а за него, туда, куда нам надо будет ехать завтра. И где-нибудь уже за городом сегодня будем искать место. Так, где тут въезд на заправку? Сюда нельзя. Что-то они тут намудрили. Через кольцо. Вот так. Готово. Поменял маршрут, задал направление на Малагу и оттуда хочу пройти вдоль побережья. Здесь поломалась машинка. Оттуда хочу пройти вдоль побережья Средиземного моря и, может быть, еще найти где-нибудь уютное место, покупаться, отдохнуть, хотя бы вечер постоять с палаткой. Главное, что у нас сейчас есть направление, куда завтра двигаться. Снова ночью, снова в темноте мы с вами пересекли какую-то речку и попадаем в Испанию. Опять меняем страны. Внимание, пожары. Огонь разжигать на обочинах запрещено. А в Испании жара, кажется, держится даже ночью. К сожалению, не видно термометра, но по ощущениям сейчас под 30. Сегодня в Португалии днем было прохладнее, чем сейчас. Первая у нас на пути стоянка дальнобоев. Попробуем съехать, посмотреть, что там по условиям.
Как-то там темно совсем. А у нас уже загорелась лампа топлива. О, там есть заправка Shell. А нет ли здесь где-нибудь съезда в лесок? Тут какая-то насыпь. Думаю, топливо надо залить. Неважно, будем ли мы ночевать здесь или поедем куда-то дальше. Главное, чтобы запас топлива был. А здесь, судя по всему, ночевать мы не будем, потому что тут лютая помойка. Все просто в мусоре. Тут и съезда с дороги удобного нет. И сразу там забор. В общем, едем потихонечку. Смотрим и ищем. В прошлый раз в Испании нам повезло. Будем надеяться, что и сейчас повезет. Навигатор уводит нас с автострады именно по маршруту. Возможно, на региональных дорогах будет проще найти ночлег. Трудно себе представить что-то сложнее, чем в незнакомой местности глубокой ночью искать уютное место для ночлега. Так оно и получилось. Место мы нашли недалеко от развязки между главной дорогой и второстепенной, которая к ней примыкает. Здесь метров, может быть, 100 между дорогами. Растут кусты, и мы за этими кустами спрятались. А незадолго до этого, к сожалению, села в камере батарея, нас остановила полиция, была ночная полицейская облава. Целый блокпост с мигающими какими-то обозначениями прямо на дороге. Всех к обочине прижимают и проверяют документы. Ну, мы остановились, показал я белорусские водительские права, и глянули они на польские номера. Сказали: окей. Good luck, счастливой дороги. И мы поехали дальше, якобы в Малагу, в гостиницу ночевать. Мы уже в гостинице. Ездят до сих пор машины. Где-то там, за второстепенной дорогой, вдалеке гремит музыка. Сегодня у нас, кажется, выходной. Люди гуляют, люди отдыхают. Ну, а мы укладываемся спать. Завтра продолжим движение. Насколько все-таки контрасты большие. Позавчера мы ночевали на въезде в Португалию на стоянке дальнобойщиков. Там было грязно, неприятно, пахло. В общем, не зашло. Вчера это была ночь на океане. Восхитительная, которая сделала, по сути, всю поездку. А сегодня вот мы опять где-то в каких-то кушерях на обочине Испании. Друзья, всем привет! Доброе утро! Мы с вами ночевали на обочине дороги в направлении Севильи, Испания. И ночь эта была очень жаркой. Здесь настолько сухой климат,
что за ночь не выпало ни единой капельки росы. Все сухо. А вчера, когда ставили палатку, расстелили ее на земле и почувствовали, что земля горячая. Она за день так прогревается солнцем, что ночью это тепло очень долго отдает. Поэтому спали с открытыми входами, с сетками, чтобы хоть немножко было движения воздуха, чтобы продувало. И не могу сказать, что было прохладно. Было жарко. Поэтому сейчас надо оперативно собраться и ехать дальше. Потому что когда солнышко поднимется повыше, здесь станет горячо. Вот, кстати, здесь увидел кустик перекати-поля. Легкий-легкий, как пенопластовый. Не катится, не круглый. А вон еще один. После завтрака обязательный утренний ритуал по измерению уровня масла. О, полный. Отлично. Судя по всему, мотоцикл сейчас стоит немного с уклоном на коляску, поэтому высоко. Значит, сегодня доливать не будем. А еще Танюшка тут отвязывает канистру, потому что она у нас окончательно сползла на стоп-сигнал. И гляньте, что я тут увидел. Нам вчера фантастически повезло. Порез длиной, наверное, сантиметр, может даже чуть больше. И глубиной как раз на глубину протектора. До корда не дошел, но еще бы чуть-чуть глубже, и стояли бы мы с пробитым колесом. Со сборами мы управились к половине 11. Так, помпа загудела. Бензин у нас есть. Перед тем, как встать на ночевку, как раз заправлялись буквально километров 10-15 назад. Ну и будем выбираться. Как вы думаете, по такой жаре надо прогревать мотоцикл? Сейчас 28 градусов на термометре. 28 градусов утром. Вон там наверху одна дорога, здесь другая дорога. И видите, какой глубокий кювет. Каким-то чудом нам вчера удалось заметить более-менее пологий заезд. А тут все поросло колючками. А где вот этот заезд? Где я вчера заезжал? Вон там, наверное. Похоже, что вот здесь. Хондочка показала себя с лучшей стороны. И мы снова на трассе. Возвращаюсь в полосу, чтобы не ехать по обочине, чтобы не было еще таких порезов на колесах. Весь мусор обычно лежит вот там, справа. И как только ты туда колесами заезжаешь, допустим, пропустить обгоняющую машину, сразу увеличивается риск поймать гвоздь, шуруп, какой-нибудь осколок. И вот здесь мы вчера пытались найти ночлег. Здесь сплошные виноградники или какие-то сады. Пустых площадок практически нет. Но нам повезло.